Что если я скажу вам, что срок легального проживания в Италии, необходимого для получения гражданства, будет сокращен вдвое с 10 до 5 лет? И что еще важнее, что если ваше гражданство автоматически будет передаваться вашим несовершеннолетним детям с сохранением гражданства страны происхождения? И этого мало. Тогда может срок рассмотрения запроса изменим с 3 лет на 1 год. И это не просто планы, а закон, который рассмотрит суд. Если все будет окей, то будет проведен настоящий референдум. Привет, я Антон Гросс, и вы на канале об эмиграции и жизни в Италии. Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони утверждает, что в Италии уже есть хороший закон о гражданстве, который не требует изменений, кто бы сомневался. Так зачем тогда нужен референдум, о котором столько говорят в последнее время? Почему более 600 тысяч человек подписались за его проведение в рекордные сроки, буквально за пару дней? И что интересно, все ли это были итальянцы, ведь в Италии 5 миллионов иностранцев, а для подписи петиции достаточно иметь электронную идентификацию СПИД, доступную также для иностранцев, прописанных в Италии. Этот вопрос я оставлю открытым для вас, но ответ, я думаю, всем ясен. Забегая немного вперед, скажу, что итальянцы, которые будут голосовать на референдуме, если он таки состоится, уже высказались против этих изменений. Для начала давайте сделаем краткий обзор, что произошло и что будет дальше. И, наверное, чтобы оставаться в курсе актуальных тем, вам стоит подписаться на канал и поставить колокольчик. У нас много интересного об Италии, а главное, вовремя и всегда актуально. Предложенный 4 сентября секретарем партии Più Europa Рикардо Маджи, этот отменяющий закон о гражданстве или, скорее, модифицирующий его референдум предполагает изменить правила предоставления гражданства иностранным гражданам, достигшим совершеннолетия, а также сократить с 10 до 5 лет срок непрерывного проживания в Италии, чтобы иметь возможность подать заявление на его получение. В частности, речь идет о вмешательстве в статью 9 Закона о гражданстве, вступившего в силу в 1992 году, и в частности о двух конкретных параграфах – параграфе Б и параграфе Ф, которые фактически определяют процедуру получения гражданства иностранцами. В настоящее время параграф Б предоставляет гражданство иностранцу старше 18 лет, усыновленному итальянским гражданином после 5 лет усыновления, а параграф F предоставляет гражданство иностранцу, проживающему в Италии не менее 10 лет. Таким образом, даже те, кто находится в стране уже долгое время, имеет постоянный вид на жительство и достаточно хорошо знает язык, должны ждать достижения 10-летнего срока проживания, даже если они могут быть устроены и жить точно так же, как любой другой итальянец. Цель данного предложения заключается в том, чтобы изменить пункт Б, сделав гражданство автоматическим при усыновлении, и полностью исключить пункт F, позволив иностранцу, проживающему в Италии, получить гражданство через 5 лет, при условии, конечно, что он или она также соответствует всем остальным критериям, которые остаются неизменными, такие как знание итальянского языка, наличие в последние годы существенного дохода, отсутствие уголовных преступлений, соблюдение налоговых обязательств и отсутствие препятствующих причин, связанных с безопасностью республики. Давайте поясним, что это предложение, которое также поддерживает партия Possibile, Радикали Итальяни, Итальянская социалистическая партия, Rifondazione Comunista и многочисленные ассоциации, не имеет ничего общего с Ius Soli, автоматическим получением гражданства каждым, кто родился в стране, и Ius Schola, о которых также много говорят в последние недели. Разговоры о потенциальной реформе гражданства Ius Schola вновь оказались в центре внимания после того, как министр иностранных дел и лидер правоцентристской партии Forza Italia Антонио Таяни заявил, что это его идея общества. Так что у нас сразу две реформы итальянского закона о гражданстве на горизонте. Остается надеяться, что это настоящая картина, а не мираж, который будет отменен в суде. На самом деле не две, а аж
3 реформы. Что за третья реформа? Правящая партия выдвинула, кроме всего прочего, идею сократить сроки рассмотрения заявок о получении итальянского гражданства с 3 лет до 1 года. Поскольку противоположные взгляды на предлагаемую реформу продолжают вносить раскол в правящую коалицию, сталкивая правоцентристскую Форца Италия с Лигой и братьями Италии премьер-министра Джорджа Мелони, давайте разберемся, что же на самом деле представляет собой Юскола. Юскола или школьное право – это закон, который позволит детям, родившимся в Италии от иностранных родителей, получить гражданство после завершения 10-летнего обязательного образования – начальная, средняя и старшая школа. Сейчас такие дети могут претендовать на гражданство только по достижению 18 лет. Этот закон поддерживают левые партии, но он сталкивается с сопротивлением от Лиги и братьев Италии. Вопрос актуален, так как в Италии проживают более 5 миллионов иностранцев, и дети иммигрантов составляют значительную часть молодежи, влияя на демографическую ситуацию в стране. Это не только вопрос национального значения, но и шаг к соответствию европейским нормам. Италия остается одной из самых строгих стран в вопросах гражданства, и введение Юскола поможет смягчить эти ограничения. С практической стороны, однако, путь к этому референдуму сложен. Сбор подписей – это только первый этап. Теперь Кассационному суду предстоит проверить, все ли подписи действительны и соблюдены ли правила подписания. Затем до 10 февраля Конституционный суд должен будет оценить, является ли вопрос в такой формулировке конституционно легитимным. Это не является предрешенным решением. 2 года назад судьи консилиума отклонили референдум по каннабису, а также по эвтаназии, сочтя их неприемлемыми. Только после прохождения всех этих этапов можно будет проводить голосование, когда это будет определено законом. Не забываем, что сейчас ждать присвоения гражданства после подачи через 10 лет прописки можно до 3 лет, итого 13 лет минимум, а для кого-то и все 14-15. Как я сказал, итальянцы против. По данным последнего опроса, проведенного институтом Euromedia Research для программы Porta a Porta, на вопрос, поддерживаете ли вы сокращение минимального срока проживания в Италии для подачи на гражданство с 10 до 5 лет и автоматическое предоставление гражданства несовершеннолетним детям иммигрантов, только 35% респондентов ответило положительно. Большинство, 52%, высказались против, а 12% затруднились с ответом. Это говорит о том, что большинство итальянцев не одобряют предложенные изменения, которые могли бы упростить процесс получения гражданства для мигрантов. Несмотря на усилия ряда политических партий, стремящихся смягчить условия получения итальянского гражданства, учитывая, что иммигранты составляют почти 10% населения страны и представляют будущий электорат, широкая общественная поддержка этих инициатив пока отсутствует. А вы за сокращение сроков или против?